Хочу поделиться с вами своим способом посадки картофеля, который позволяет не только увеличить урожай картофеля, но и также значительно облегчает сам труд посадки. Ну, чем посадка по данной технологии, я ее назвал технология Коло, чем данная посадка проще традиционного? Ну, во-первых, смотрите, не надо вспахивать или перекапывать землю. То есть мы садим в любое место, пусть даже это заросший травой луг будет, садим картошку и получаем хороший урожай. Первое, это не надо вспахивать или перекапывать. И второе, не надо полоть. То есть по данной технологии трава просто не будет расти, поэтому и полоть-то не надо. Но не мечта ли это каждого огородника и дачника? Ну и, конечно же, урожай хороший. Я посадил по данной технологии, к сожалению, всего лишь один ряд, а в следующем году я, конечно же, посажу значительно больше по данной технологии. Но даже по этому ряду можно увидеть, то есть увидеть разницу, сравнить, да, посмотреть. Сейчас, наверное, давайте я лучше покажу поближе. Здесь вот, к сожалению, в этом году я посадил только один полряда, даже не один, тут у меня 4 куста. В этом ряду, у меня тут 2 ряда, посажено один сорт, это сорт синеглазка. Здесь я посадил в перекопанную землю по-обычному, а здесь под мульчу. А здесь по технологии Коло, о которой я сейчас вам говорю. 4 куста. Если обратить внимание даже уже на сами кусты, то заболевание фитофторозом есть? Да, есть. Но его меньше, чем, например, здесь. Первое, что бросается, то, что при обычном способе больше данный сорт заболевает фитофторозом. Не знаю, чем это связано. Возможно, с тем, что по моей системе, которая я говорю здесь, скорее всего, может быть из-за сенной палочки. Скорее всего, именно по этой причине меньше заболевает фитофторозом, но все-таки заболевает. И смотрите, кусты здесь желтые, да, вот по обычному посажены, они желтые такие. Уже, можно сказать, скоро созреет, уже выкапывать надо. Хотя 80 дней прошло, еще надо немного подождать, я думаю. Здесь они более такие зеленого цвета, ну и помощнее в этом месте, да. Но, конечно же, нас волнует сам урожай. Говорить о том, что кусты больше, мощнее, иногда кусты может быть крупные, там ничего не быть, да. Поэтому, конечно же, я выкопаю и покажу, что будет, да, какой урожай. Сравним. Так, ну и теперь про саму технологию. В чем она заключается? То есть вначале выбираем место, если это такой вот заросший травой луг, да, в таком случае мы скашиваем и потом садим. Но теперь, как я сажу в данном случае? Напротив этой палочки, отступая примерно 10 сантиметров, я прокапываю на пол штыка лопаты. Так как некоторые клубни бывают большие, просто вот так вот сделать, расшевелить, а мелкие еще можно засунуть и поставить, да, притоптать. А вот крупными такое не получится. Поэтому я заметил, что можно сделать вот как. Прокапываем на полштыка лопаты и далее маленечко вот так вот раз. И потом уже туда спокойненько кладем клубень. Аккуратненько, и ничто не сломается. Но вначале я добавлю сюда золы. Так как у меня сильно кислотная земля, поэтому золы я добавляю обычно побольше, чем в стандарте. Кладу сюда клубень и прижимаю аккуратненько. Все. Вот и вся посадка таким способом. Если же это уже перекопанная земля, например, в прошлом году садили, то тогда ничего делать не надо, просто берете и садите. Следующее, это то, что надо после того, как мы посадили картошку, тут же сразу же нужно положить сантиметров 10 слой травы, свежей травы. Если у вас нету травы, есть, например, сено, то можно сеном. Но если вы в тюках покупали, да, это сено очень такое сухое, то в таком случае надо это сено размягчить, потому что это сено должно быть
надо так, чтобы оно было как ковер, и чтобы оно перегнивало, нижний слой начал перегнивать. А если это очень сухое, оно может просто годами, ну не годами, но может несколько месяцев лежать, да, и не будет того результата, о котором я вам говорю. Это должно быть, да, если это сено, оно должно быть, ну, такое мягковатое, да, не сильно жесткое. Так как само по себе сено жесткое, можно из него сделать очень хорошее органическое удобрение. Здесь у меня дренажная канава, которая, видно, что вот в этом месте идет такой скат, куда часто заполняется вода, особенно когда идут дожди. И, конечно же, весной здесь постоянно вода, она полностью бывает заполнена водой. Поэтому для того, чтобы размягчить сено и сделать из него такое вот хорошее удобрение, я туда выкладываю сено. Потом кидаю пищевые отходы разные. Может быть еще что-то такое, что может попадется. Или просто даже сено. Тоже даже одно оно подойдет. Далее хорошо утрамбовываем и оставляем на несколько дней. Теперь для того, чтобы нам использовать его для, скажем, для такой цели, как посадка картофеля, выкладываем его из ямки. И оставляем на какое-то время, чтобы данное удобрение оно подсохло. Оно уже не будет таким твердым, как само сено, будет мягеньким. Ну и к тому же будет быстро перегнивать. Первое 10 сантиметров траву. Далее, когда, кстати, вот здесь важно вот что еще. Траву важно ложить, когда земля прогреется более 5 градусов. Нельзя мульчировать менее 5 градусов. То есть, если земля холодная, вы положите траву, то тогда будет эффект термоса, и картошка может или не прорасти, или очень поздно прорасти. Поэтому земля должна быть теплая, более 5 градусов. Это обязательное условие. Так, следующее это то, что когда начинает вылазить уже сами кусты, да, пролазить, после этого мы еще обкладываем, как только растение становится более 10 сантиметров, вырастает, мы тоже обкладываем травой вокруг этих кустов, то есть еще таким же слоем в 10 сантиметров. А для чего это нужно? Для того, что если мы посадили, например, в неперекопанную землю, эта трава может прорасти. Мульчирование, во-первых, оно избавляет нас от того, чтобы проросла трава, первое. И второе, оно увеличит плодородие. Я не знаю, будет сейчас видно, нет, но попробую. То есть, если мульчу убираем, тут сразу же, да, земля под ней, черви, разные микроорганизмы. О, лягушка даже. Ну, лягушка... Лягушка, ты что, тут спряталась, что ли? Лягушка это не то, что нам нужно. Вот, но эти черви делают, и микроорганизмы делают очень большую работу в том, чтобы перерабатывать землю, увеличивая плодородие. И тем самым урожай у нас тоже увеличивается благодаря этому. Ну, вот такие вот особенности. То есть, и вот весь труд мы посадили, это очень просто делать, потом замульчировали, и потом второй раз замульчировали, и все. И потом выкапываем. Вот и весь труд. Самое сложное это достать большой объем сена, травы. Это самая большая сложность в данной технологии, данной посадки. Все остальное это очень просто. Может справиться любой человек с даже самым слабым здоровьем. Из-за заморозков мне придется выкапывать раньше обычного. Посадил я поздно, всего лишь 15 июня, а выкапывать придется 3 сентября.
только 2,5 месяца прошло, картошка не до конца созрела, поэтому полноценный урожай, к сожалению, невозможно будет показать. Вот этот мороз в этом году с 29 на 30 августа все помешал, все побил, все замерзло, поэтому приходится выкапывать полностью всю картошку. И половина урожая просто не успела дозреть. Убрал верхний слой мульчи, теперь идет нижний слой мульчи. Вот он тоже, самый первый. Вот, смотрите. Лягушка. Вот она квакала здесь. Квак, квак. Спряталась и квакает. Ква-ква. И так на зиму они прячутся. А тут слизень под картошкой. И черви разные. Еще одна лягушка. Земля чуть-чуть тверже, чем при перекопке. Ну, почти такая же. Но она очень плодородная. Очень много здесь червей. Прям изобилие. И хороший клубник, как видите. Несмотря на то, что она еще не дозрела, еще только 2,5 месяца прошло. Что хочу сказать по поводу земли. Это земля, которую до этого росла трава. Да. Это было поле, заросшее травой, сорняком, да, вот, костром и разнотравием разным. Вот представьте, тем не менее, уже в первый год земля, она, смотрите, то есть она, конечно же, не идеальна, но она уже рассыпается. Это благодаря червям. Червям, которые активно рыхлят землю. И если в следующем году, да, посадить в такую землю, то она будет еще лучше. Ну, то же самое получается из года в год. Садим, черви хорошо делают свою работу. И тут их прям море червей, прям изобилие. Земля уже лучше становится, и с каждым годом будет все лучше и лучше и лучше, если мы будем садить по данной технологии. Как видно, большой слой мульчи, но и нету травы, плюс, да, и также плодородие земли улучшается. Ну вот я выкопал тут 4 куста и тут 4. Понятно, мало, потому что все-таки из-за заморозков она всего созрела 2,5 месяца, а ей надо 3,5 данному сорту вот этому. Но вышло, что, смотрите, 2,5. И поэтому, вот видно по картошке по обычному 2 куста здесь. Обычный способ, посаженный в перекопанную землю, единственное, только без окучивания, но в перекопанную землю, вспаханную, да. А вот такая вот картошка на данный момент.
Причем это отобрал самые лучшие кусты. Ей еще расти и расти. Но вот из-за мороза, заморозков летом, летних, и этого аномального лета пришлось выкапывать раньше на целый месяц картошку. Иначе тогда вообще ничего не будет. Еще плюс сырость. Холодный год, сырость, и все гниет. Вот смотрите, видите, гниет. Льет каждый день льет картошка. Люди ждут, когда бы подождать, чтобы начинать выкапывать. Это я мою ее, поэтому у меня небольшой объем, все 2 сутки, поэтому я ее мою, сушу, даже в дожди могу. А людям-то приходится ждать, когда земля подсохнет. А она не подсыхает, все, идут дожди, идут. Так, это картошка, 2 куста, тоже в перекопанной земле, но с мульчированием. Как видите, с мульчированием больше получается, да, чем без мульчирования. Минус какой? Здесь гладенькие клубни, но с мульчированием все-таки там, где соприкасается с травой, с перегниванием травы, да, картофель поражается паршой. Вот у меня тоже те клубни, которые наверху были, да, там выглядывали немножко, да, и под мульчой. А там вот они вот такие вот. Там, где они были в земле, ровненькие, гладенькие. Вот такой, можно сказать, небольшой минус мульчи. Но на урожайности сказывается лучше. Если сравнить тут и тут кучку, тут соединить эти два куста, тут 2 и 2, 4 куста и тут, то примерно по объему одинаковые. Но в моем просто клубни больше и объемнее, как видите, да? Так что все равно видно, насколько способ преобладает. Но, конечно, полноценно можно сказать только если сравнить в большом объеме. То есть, что здесь я выкопал? Тут 4 куста и тут 4 куста. Тем более картошка не дозрела, ни та, ни другая. Это надо полноценное сравнение. В следующем году это обязательно сделаем.